Еще раз всех приветствую. Я вижу, что достаточно неплохо заходят мои уроки и разборы с видом от первого лица. И давайте сегодня разбираться с тем, как правильно играть риф металлики Blackened. В плане металлики я просто полдетства проиграл, поэтому мне есть что показывать. И, естественно, я в плане нотов, наверное, нового ничего не покажу, потому что полно всяких табов, разборов в инете. Но в плане качества исполнения, вот пока все, что я видел, все кавера, все эти разборщики, торговцы табами, это просто полный крах. То есть все хлебное, скрипучее, жеванное, без атаки и так далее. Ну вот, то есть пока среди этих разборов я ни разу не видел нормальной игры, никогда. То есть все скрипит, жеванное, хлебное и так далее, и так далее. Ну и сегодня давайте разбираться, как его правильно играть. Для начала я сыграю вам в минусовку в оригинальном темпе. Будете, наверное, смеяться, но минусовка кривая, потому что там, видимо, живые барабаны Ларса записаны, и поэтому даже эта штука, которая она вся как бы косая кривая, но уж как смог я постарался в нее уложиться. Давайте посмотрим, потом приступаем. Итак, строй у меня стандартный, струны 1046 DR. Поехали. То есть с самого начала мы долбим запалмиченную шестую. Ну, в плане постановки рук есть отдельный урок, обязательно смотрите, там все это было показано. В этот момент, естественно, мы все глушим указательным пальцем. Ставим его под углом. Ну, на тему левой руки тоже скоро будет отдельное видео, тем не менее ставим его таким образом. И, соответственно, когда подходит время пятой струны, тоже удар вниз. И зажимаем пятую синхронно, то есть не так. И не пропускаем всякое серево из-под указательного пальца, а именно играем все четко, синхронно и роботично. Повторяем этот рисунок. Такие штуки, опять же, есть смысл закольцовывать до полной роботичности. То есть не сразу брать большой какой-то кусок, а прямо посидеть, позомбироваться. Тем не менее, дальше в этом рифе. Напоминаю, что когда мы ставим средний палец на фа, в этот момент указательный самым кончиком немножко ослабляется. Но полностью, конечно, со струн не уходит. Получается... Дальше мы играем. Обратите внимание, что в этой ситуации мы шестую струну глушим только правой рукой. То есть бывают рифы, в которых нужно ее поймать средним пальцем. То есть, допустим, если играть, и было бы звучание, оно отличается. Вот здесь как раз в этом рифе нужно оставлять бубнящую шестую, потому что иначе будет слишком тонко. Если играть, допустим, вот так, будет слишком такое тонкое звучание, поэтому здесь нужно обязательно оставлять шестую. То есть такая задумка автора, и в принципе я считаю, что она правильная. Дальше. Здесь играет тритон. В момент этого тритона, естественно, мы ослабляем указательный палец, чтобы не было интервала. И играем его вот так вот мелодически. Дальше. Здесь мы играем ми, фа, ми. И теперь нужно сделать резкий слайд, что практически никому не удается. Вот таким вот образом. Вы, возможно, сейчас слышите скрип, который идет именно от неподключенной гитары, но в записи тут скрипа, естественно, нет. То есть, когда просто у меня на видео будет микс в любом случае с микрофона и гитары, поэтому скрип есть именно от самих струн. Но, еще раз повторюсь, что запись он, естественно, не проходит. И теперь мы играем... То есть, держа здесь, мы сыграли си бемоль, эту квинту. Напоминаю, что квинту, естественно, играем указательный мизинец, рубанули синхронно, и потом играем фа диез, соль. Здесь си. И, естественно, два раза до. И потом фа и снова ми. Вот эта ми, она опять же является началом следующего круга. То есть, получается... И второй проход все то же самое, только здесь эта нота играется на октаву ниже. Поэтому в плане пальцев мы делаем вот что. То есть начинаем лучше с указательного, а здесь подменяем на средний. Принцип такой же, то есть мы ставим указательный, ослабляем средний и ставим на место. Все, и концовка опять такая же.
Поэтому, как видите, если это отрабатывать все медленно, спокойно, то в итоге все будет нормально валить. Пытаться это брать вот так, как чуваки на видео, типа жевать какую-то чавкающую резину непонятную, не надо. То есть, опять же, пара вечеров с этим рифом, проведенных вот так вот именно в медитации в тотальной, сделать так, что вы будете рубить его достаточно быстро и нормально. Если пытаться, опять же, играть в хэммета и в слэша, ну, сами понимаете, что результат будет ожидаемый. Будет просто чавкающий хлеб, индюки будут навоз клевать, скрежет, возня, шуршание и пожизненные муки. Пожизненные, потому что когда человек не может нормально сыграть, всегда придется мучиться, каждый раз позориться, делать себя потише и так далее, и так далее. Поэтому, в общем, работайте спокойно, с умом, с головой, с ушами и так далее. Как обычно, здесь была только правда, поэтому подписывайтесь и до скорого. Если рубрика нравится, обязательно ставьте лайки, и мы будем разбирать очень много разных интересных рифов. Все, всем удачи и пока.